Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео предлагаю немного отвлечься от сложных работ и сплести вот такое милое уютное гнездышко из газетных трубочек. Плетется оно очень легко, и в этом видео покажу сам процесс. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. И плести я буду из вот таких газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу, и на канале у меня есть видео о том, как я это делаю. Ссылку в описании оставляю. Эти трубочки у меня остались от плетения подноса минажницы. Кто еще не смотрел это видео, обязательно советую, рекомендую. Ссылку также в описании оставляю. И там же в видео о минажнице я показывала, как я крашу эти трубочки. И начинаем работу. Так как гнездышко у нас круглое, поэтому мы начинаем с плетения круглого дна. Здесь я не стала особо мудрить в начале плетения круглого дна. Я взяла 6 трубочек, разделила пополам 3 на 3 и выложила их вот таким крестиком. Сейчас я беру 2 рабочие трубочки, я их уже соединила между собой. И это у меня 2 рабочие трубочки, которыми я буду оплетать всю эту конструкцию, этот скелетик донышка. И вот такими незамысловатыми движениями мы с вами начинаем плетение. Здесь первый ряд я проплела по 3 трубочки, а на втором ряду я эти группы в 3 трубочки разделяю по 2 и 1 и плету уже вот следующим образом. Конечно, вы можете начинать круглое донышко по-другому. Здесь я показываю только то, как я плету. Все зависит еще и от размера вашего гнездышка. Если вы хотите гнездо большого размера, то, конечно, закладывайте в основание круглого дна чуть побольше трубочек, стоек. Когда я проплела 4 ряда, здесь я делаю следующую манипуляцию, то есть я группы в 2 трубочки разделяю по 1 и оплетаю уже по 1 трубочке. При плетении первого ряда, когда мы разделяем группы трубочек по 1, конечно, расстояние между стойками у нас гуляет, но при плетении следующих рядов я все-таки слежу за тем, чтобы расстояние между стойками постепенно выравнивалось. Я понимаю, что при плетении первых рядов это сделать достаточно сложно, и пока на это не обращаю внимания, но уже когда следующие ряды плету, я стараюсь расстояние выравнивать постепенно, стоечки ставить на места. Так что, если вы только начинаете плести из газетных трубочек, из бумажных трубочек, то тоже не нервничайте особо, если у вас что-то не получается. И смотрите на картину целиком. Всегда происходит так, что когда вы начинаете плести, вы думаете, ну что такое получается непонятное. Но при плетении следующих рядов вырисовывается уже более целостная картина, и вы уже видите результаты. Так что не нервничайте, делайте то, что нужно, и обязательно все получится. Здесь я проплела 8 рядов, и вот так у меня выглядит лицевая сторона. И сейчас я переворачиваю это донышко, получается, изнаночной стороной на себя. И начинаю вот таким вот образом поправлять стоечки, то есть немножечко их поднимать в основании. И продолжаю плести этими же самыми рабочими трубочками, веревочкой в 2 трубочки. Вот, котик у меня чихнул, точно говорю. И вот одновременно я поднимаю вот эти стойки совсем чуть-чуть, градусов на 15-20. То есть я даю плетению моему понять, что сейчас у меня будет постепенный, плавный переход на стенки, постепенное плавное поднятие стоек. Как вы видите, гнездышко я плету без формы, тут в принципе никаких таких премудростей нет, но все-таки я поставила вот эту тубу с клеем, чтобы она мне служила грузиком, чтобы плетение у меня не скакало и чтобы я видела ровность проплетаемых стеночек. Здесь я плету, и вот вы видите, я очень плавно поднимаю стойки. Здесь они у меня приподняты где-то градусов на 35, может быть на 40. Ну это я так на глаз определяю. И плету дальше веревочкой в 2 трубочки, вот таким вот образом обвивая стойки. Здесь расстояние между стойками у меня ого-го какое большое, где-то 2,5 сантиметров. Но я заметила, что мне на таком расстоянии очень нравится оплетать стойки. Какая-то такая интересная веревочка в 2 трубочки получается, очень похожа на ситец, что ли. Вообще мне раньше очень нравились стойки, которые расположены близко друг к другу. И нравилось оплетать расстояние между стойками где-то 1,5, может быть, сантиметра. А вот сейчас мне нравится, когда расстояние между стойками большое. Кстати, напишите, как вам. Какое расстояние между стойками вам нравится в плетении. Мне будет очень интересно почитать. Я не знаю, от чего это зависит. Опыт, может быть, или просто такой период в жизни, период в плетении. У нас всегда все меняется, так что это ничего удивительного в этом нет.
Ну вот я показала сейчас, как выглядит у меня вот это гнездышко внутри. Можно сказать, внутри у меня изнаночная сторона, я об этом совсем не парюсь. В принципе, она так аккуратненько смотрится, да и тем более эта изнанка будет закрыта всякой мишурой, яйцами, так что все окей. И вот, нарастив рабочие трубочки, я продолжаю плести дальше. Где-то, может быть, рядов 6 я сплету или 5. Сейчас посмотрим, сейчас увидим. В этом кадре я уже закончила плести стенки моего гнездышка. Оно у меня получилось неглубокое. И я вам все-таки соврала. Я все-таки проплела 4 ряда, не 5 и не 6. И сейчас я заканчиваю плетение стенок. Рабочие трубочки я не убираю. Они у меня болтаются следующим образом, вот таким. Но главное их не перепутать со стойками. Сейчас я буду делать загибку. И делаю я ее следующим образом. Я все стойки завожу друг за дружку вовнутрь. Вообще на этом этапе можно и закончить, уже как гнездышко получилось, трубочки торчат, вот прям как веточки у гнездышка, но мне этого показалось мало, мне захотелось больше объемности, и я придумала следующий этап. И на этом этапе мы отбрасываем все стереотипы по поводу аккуратности и страхи о том, как же лягут наши рабочие трубочки. Мы просто сейчас берем трубочку, вот таким вот образом ее продеваем, закрепляем. И начинаем ей творить безумные вещи. Мы начинаем ей обвивать наше гнездышко. Помните видео о рождественском венке? Так вот, смысл немножечко похож. Вот кто его смотрел, понимает, о чем я говорю. То есть там я то же самое брала трубочки и начинала ими обвивать вот этот каркас венка. Здесь то же самое. Каркасом служит вот эта тарелочка сплетенная с загибкой. А эти трубочки, они просто начинают имитировать торчащие веточки. Ну, как птичка, да, она вьет гнездышко, она эти веточки завивает друг за дружку, строит свое жилище, так и мы сейчас тоже будем строить жилище наше пасхальное для пасхальных яиц. И видите, у нас прибавляется все больше и больше объема нашего гнездышка. И вот эти трубочки, которые торчат, я их вообще никуда не прячу, я их оставляю и обрезаю наискосок. Это как имитация торчащих веточек. А кстати, вот сейчас я добралась и до рабочих трубочек, и я ими тоже начинаю обвивать вокруг, можно сказать, загибки нашего гнездышка. Вы можете сами убедиться, принцип очень легкий в плетении этого гнездышка, но здесь я вам дам один совет. Все-таки обвитие вот этого гнездышка лучше всего делать равномерно. И, конечно, на одном месте топтаться не стоит. То есть, если вы видите, что где-то у вас получилось больше уплотнения, а где-то меньше уплотнения, и круг вот этого гнездышка становится уже не идеальный, то в этих местах вы либо убираете трубочки, которые вы слишком много накрутили, либо добавляете их.
А в этом кадре я показываю еще один способ, как пустить в дело остатки трубочек, которые слишком короткие. Вот у меня остались тут остатки длиной 10 сантиметров, 8 сантиметров. Мне их жалко было выбрасывать, и поэтому я их пустила в дело именно на это гнездышко. Здесь тоже очень все просто. То есть я приблизительно смотрю, куда можно прицепить какой-нибудь коротенький остаток и закрепляю его длинной трубочкой. Сюда, кстати, вы можете пустить свои остатки трубочек, которые у вас остаются от плетения изделий. Это очень удобный вариант, и, кстати, можно гнездышки сделать разноцветными, не обязательно делать коричневые или черные. Отбросьте все стереотипы и творите в удовольствие. А еще, кстати, эти короткие трубочки на гнездышке можно закреплять обычно бечевкой или какой-нибудь веревочкой по цвету к гнездышку. В общем, включайте фантазию, мне кажется, тут много чего можно придумать. Итак, вот такое гнездо у меня пушистое получилось, и сейчас все-таки я его немного продолжу оформлять, то есть я обрезаю вот эти концы трубочек, которые уж слишком сильно торчат, обрезаю буквально по чуть-чуть, ну так смотрю, чтобы все было равномерно у меня, чтобы не было никаких таких перекосов. Здесь можно даже вставить и настоящие веточки в это гнездышко, и какие-нибудь веточки с листиками, тоже будет очень интересно смотреться. Вот такое милое гнездышко получилось. Я его покрыла лаком в один слой, можно и в два, но одного и достаточно тоже. Поместила наполнитель из гофрированной бумаги и, конечно же, пасхальные яйца, у меня перепелиные. Обязательно напишите ваше мнение в комментариях, понравилось ли вам такое гнездышко, и обязательно сплетите себе, это очень увлекательное занятие. Жду ваши вопросы, жду ваше мнение в комментариях, обязательно ставьте лайки и делитесь видео с друзьями, Пасха уже скоро, друзья! С наступающим праздником, легкого плетения и вдохновения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!